Охваченная ужасом и безнадежностью, чернокожая девушка кладет записку в карман полицейского. Это кажется последней возможностью сбежать или подвергнуться пыткам. Прочитав ее, полицейский кричит и вызывает подкрепление. Присутствие офицера Харриса в их тихом городке было источником как любопытства, так и уверенности. Он был высоким и широкоплечим. Он часто патрулировал главную улицу. Каждый раз, когда Эмма видела его, его походка была целеустремленной, но в то же время неторопливой. Он обладал врожденной добротой, которая согревала настороженную Эмму даже издалека. Со временем у нее это вошло в привычку. Ее походы в кондитерскую стали более частыми, и она приурочивала их к дежурствам офицера полиции. Патрули Харриса. Ее глаза легко находили их. Блеск его униформы, теплота улыбки проходящему мимо ребенку или легкий кивок, которым он обменялся с продавцом. С каждым новым взглядом в ней начинала зарождаться решимость. У нее начал складываться план. Однажды днем в кондитерской Эмма потянулась за чистым листом бумаги в своем альбоме для рисования. Она не была уверена, какие формы или изображения возникнут, но с дрожащей уверенностью знала, что время пришло. Сначала ее карандаш двигался неуверенно, затем все быстрее и интенсивнее. Закончив, она уставилась на страницу. Там, в мельчайших подробностях, был запечатлен ее безмолвный крик. Аккуратно сложив бумагу, она вышла из кондитерской. Знакомая дорога домой была наполнена страхом и решимостью. Пришло время. Приближаясь к Мейн-стрит, она увидела офицера Харриса. Повернувшись к ней спиной, офицер был увлечен разговором с владельцем магазина. Он повернулся, и их взгляды на мгновение встретились. Она сделала глубокий прерывистый вдох. Затем, проходя мимо, сунула ему в карман сложенную записку. Не оглядываясь, она повернулась и побежала. Из-за угла она увидела, как офицер Харрис прервал свой разговор. Он нахмурился. Его рука исчезла в кармане, а затем его словно что-то ударило. Он достал записку, развернул ее и, просматривая содержимое, нахмурился еще больше. Она увидела, как ожила его рация, и он что-то торопливо заговорил в нее. Эмма слышала каждое слово. «Отойди», — сказал он низким и напряженным голосом. «Мне нужно подкрепление немедленно». Он заметил Эмму на ее наблюдательном пункте и подошел. Офицер Харрис оглядел девушку, стоявшую перед ним. Ее глаза были широко раскрыты и затуманены. Казалось, в них отражались ее дрожащие пальцы. Офицер нежно положил руку ей на плечо. «Я офицер Харрис», — сказал он. Его голос был тихим и успокаивающим. «Вы можете назвать мне свое имя?» — обратилась она к нему. Офицер Харрис боролся с желанием снова взглянуть на записку. Вместо этого он сосредоточился на девушке, стоявшей перед ним. «Эмма, все будет хорошо», — сказал он. «Теперь ты в безопасности». Офицер Харрис подвел ее к ближайшей скамейке. Он задавал вопросы осторожно. Они были направлены на укрепление доверия, а не на дальнейшее запугивание. Ответы Эммы были неуверенными, а ее предложения прерывались боязливыми паузами. Но постепенно она раскрыла важные детали. Она назвала ему свое имя, адрес и леденящую душу причину своего поспешно написанного заявления. Дом Эммы внешне представлял собой образец загородного комфорта. Но именно здесь происходили настоящие мучения. Особенно, когда ее отец был в одной из своих многомесячных командировок за границу. Каждый раз, когда Эмма переступала порог, она словно попадала в клетку. Ее мать умерла 2 года назад, и вместе с ней исчезло тепло, которое когда-то наполняло дом. Пустота Эммы была не только эмоциональной. Теперь это была зияющая пропасть, которая, казалось, становилась все больше с каждым днем. Именно в эту пропасть попала Карен, новая жена ее отца. Она заполнила пустое пространство своим присутствием, гораздо более холодным, чем могло бы быть отсутствие. Первые несколько недель прошли в натянутых улыбках и заученных любезностях. Эмма пыталась уцепиться за идею о том, что забота может быть источником комфорта. Конечно, она не могла заменить свою мать, но могла смягчить удар утраты.
Но время шло, и эти проблески надежды гасли один за другим. Все началось с тонких подколов, замаскированных под добродушное поддразнивание. Затем снисходительный комментарий по поводу того, как она уложила волосы, или приподнятая бровь в ответ на ее попытки помочь по хозяйству. Больше всего Эмму преследовали глаза Карен. Это были ледяные глаза, которые, казалось, следили за каждым ее движением. Они всегда только и делали, что выискивали недостатки. Эти глаза обещали наказание, даже когда она улыбалась. Под пристальным взглядом Карен Эмма почувствовала, как зарождающийся страх перерастает в постоянное беспокойство. Не было никаких вспышек ярости. О нет, Карен проявляла свою жестокость с расчетливой точностью. Каждое слово было как тщательно отточенный дротик, нацеленный в самую сердцевину хрупкого самоощущения Эммы. Эмма искала убежище в тихих уголках дома. Старая швейная коробка ее матери была настоящим сундуком с разноцветными нитками и лоскутками ткани, и это стало для нее спасением. После школы она с головой ушла в вышивание простых узоров. Ритм движения иглы на мгновение успокоил ее сметенный дух. Когда уединения стало недостаточно, она обратилась к своему альбому для рисования. Чистые страницы предоставляли тихое пространство, где можно было излить душу. На потертой обложке не было ни замысловатых пейзажей, ни замысловатых портретов. Вместо этого рисунки Эммы приняли форму переплетенных сердечек, затененных глаз и фигур, окутанных грозовыми облаками. Ее карандаш стал голосом, который она не могла найти. Кондитерская через дорогу от школы была ее надежным убежищем. Ею управляла добрая пожилая женщина, миссис Бейкер, улыбка которой всегда достигала ее ушей. Воздух всегда был наполнен ароматом теплой корицы и свежесваренного кофе. Это было восхитительным контрастом с холодной атмосферой, царившей в ее собственном доме. Миссис Бейкер всегда была очень внимательна к маленькой девочке, которая сидела одна и ни с кем не разговаривала. Эмма начала проводить дни за одним из маленьких столиков у окна. Казалось бы, она делала домашнее задание, но чаще всего ее взгляд блуждал по улице. Именно там она впервые заметила его, офицера Харриса. Он внимательно слушал рассказ Эммы, и его захлестнула волна защитного гнева. Он поблагодарил ее за храбрость и потянулся за рацией. «Я нахожусь на Мейн-стрит, возле магазина пончиков», — сказал он. «Ребенок попал в беду. Ему требуется немедленная помощь и связь со службой опеки». Прибытие других полицейских преобразило тихую улицу. Осторожные расспросы владельцев близлежащих магазинов не дали ничего примечательного. Соседи привыкли к тихому характеру Эммы. Когда они свернули за угол на улицу, где жила Эмма, в животе у офицера Харрис образовался узел напряжения. Дом выглядел как на картинке. Там были нетронутые цветочные клумбы и свежевыкрашенная дверь. Когда они приблизились, в окне появилась фигура. Улыбка расплылась по ее лицу, когда она открыла дверь. Это была Карен, воплощение домашнего уюта. У нее был высокий и приятный голос. Она кивнула Эмме и спросила полицейских, не может ли она чем-нибудь им помочь. Интерьер дома соответствовал его внешнему виду. Здесь царили чистота линий, спокойствие, со вкусом подобранная мебель и ни единой пылинки. Эмма теперь почти полностью погрузилась в молчание. Она стояла рядом с офицером Харрисом, не сводя глаз с Карен. Выступление Карен было безупречным. Она изобразила беспокойство, затем на ее лице отразилось удивление, пока офицеры рассказывали. История Эммы. Она внимательно слушала. Ее рука нежно коснулась плеча Эммы. Это был портрет заботливой мачехи. Ее. «Эмма?» – она спросила. В ее голосе слышалось недоверие. «Дорогая, это правда? Ты же знаешь, что можешь говорить со мной о чем угодно». Молчание Эммы было самым громким ответом в комнате. На других офицеров повлиял поступок Карен и отсутствие каких-либо видимых признаков пренебрежения. Они незаметно переключили свое внимание. Были ли это бредни проблемного ребенка, ищущего внимания? Офицер Харрис, однако, остался при своем мнении. Он разгадал тщательно выстроенную Карен шараду. Он узнал ледяной блеск в ее глазах. Он видел это слишком часто.
Он положил руку на плечо Эммы, но смотрел прямо на Карен. Он сказал ей, что они сохранят записку и возьмут несколько рисунков Эммы в качестве вещественных доказательств. Они очень решительно высказались о ее переживаниях. На долю секунды улыбка Карен погасла, но она мгновенно взяла себя в руки и пренебрежительно махнула полицейским. Пальцы. Затем она добавила, что сделает все, чтобы прояснить очевидное недоразумение. Когда Эмма брала свой блокнот, офицер Харрис заметил неуверенность в ее движениях. Ее пальцы задержались на определенной странице. Не говоря ни слова, она повернула его к нему. Изображение было более сложным, чем на любом другом наброске. На нем была изображена сгорбленная, похожая на ребенка фигура, пойманная в ловушку тенями, заполнившими комнату. В углу маячила крупная фигура. Единственной отличительной чертой была леденящая душу зубастая ухмылка. После получения подробных показаний и еще раз тщательного осмотра дома, он проконсультировался со своими коллегами. Он мягко сказал им, что не было никаких явных признаков жестокого обращения, ничего, что могло бы оправдать изъятие ребенка. Он стиснул зубы. Эмма выскальзывала из его хватки. Девушка была на грани того, чтобы вернуться в мир, созданный Карен. Он не мог этого допустить. Внезапная мысль промелькнула у него в голове. А как насчет скрытой камеры? Это было бы сложно. Нужно было получить ордера, и ему пришлось бы основательно поработать, прежде чем он смог бы их заполучить. Но если Эмма говорила правду, это мог быть единственный способ получить доказательства. Когда офицер Харрис показал судье записку Эммы и ее рисунки, он получил ордер в считанные минуты. Пока Карен и Эммы не было, была установлена камера, и начался бесконечный цикл молчаливого наблюдения. Скрытая камера была спрятана в гостиной, и это стало единственной надеждой полицейских. Каждый вечер они тщательно просматривали зернистые кадры. Они искали любые признаки жестокости, которые так ярко изображены на рисунке Эммы. И все же Карен, казалось, обладала сверхъестественной способностью чувствовать, что за ней наблюдают. Каждое ее общение с Эммой было безупречным проявлением любви и заботы. Они вместе ели, играли в настольные игры и даже иногда рассказывали сказки на ночь. Это был мастер-класс по обману, и офицер Харрис чувствовал это. С каждым днем дело, казалось, раскрывалось у него на глазах. Эмма была одна в логове дракона, и дракон пожирал офицера Харриса заживо. Без ведома полицейских, в, казалось бы, спокойных стенах дома, Эммы назревала буря. Очевидный провал полицейского расследования придал Карен смелости. Ее режим террора усилился. Жесткие ограничения, которые она наложила на себя, ослабли. Ее больше не удовлетворяли словесные оскорбления и эмоциональные мучения. Она жаждала по-настоящему сломить дух Эммы. Но она была хитра. Ее действия не оставили никаких внешних улик. На ней не было синяков или порезов, которые могли бы вызвать неприятные вопросы. В то время как другие офицеры начали дистанцироваться от этого дела, офицера Харриса не покидало беспокойство. Он успешно расследовал дело о жестоком обращении приемных родителей с ребенком. Его опыт подсказывал ему, что он должен сохранять бдительность. Ему очень хотелось поверить в тщательно продуманную невиновность Карен. Но мрачность в рисунках Эммы была безмолвным криком, который невозможно было полностью проигнорировать. После нескольких недель бесплодного наблюдения он решил взять дело в свои руки. Однажды поздно вечером, оставшись один в тишине телестудии, он достал цифровую копию отснятого материала и начал просматривать многочасовые записи банальностей. Карен готовила ужин. Эмма практиковалась в чистописании. Они вдвоем смотрели телевизор. Это была сцена за сценой искусственной нормальности. Его грызло разочарование, и сомнения тяжелым грузом ложились на плечи.
Неужели он действительно тратил свое время на капризы проблемного ребенка? На третью ночь наблюдения, когда он уже был готов сдаться, его внимание привлекло движение на экране. На лице Карен появилось нехарактерное выражение сосредоточенного гнева. Она схватила Эмму за уши и резко потянула ее через комнату. Потрясенный офицер Харрис наклонился ближе. Его сердце бешено колотилось. И тут это произошло. В порыве ярости Карен толкнула Эмму и начала кричать на нее, что та разрушила ее жизнь. Девочка рухнула на пол и разрыдалась, в то время как ее мачеха жестоко издевалась над ней. Оставшись один, офицер Харрис закричал Карен, чтобы она остановилась. Он нащупал рацию и направил все доступные подразделения к дому Эммы. Тем временем ему ничего не оставалось, как наблюдать. Реакция Карен на рыдание Эммы была быстрой и жестокой. Она наклонилась к ней и прошипела на ухо. «Вы понимаете? Если ты еще раз кому-нибудь расскажешь, если откроешь рот о чем-нибудь, я позабочусь о том, чтобы твой отец поплатился за это. Он отправится в тюрьму. Он потеряет все. И это будет твоя вина. В твоей власти разрушить его жизнь, Эмма. Тебе лучше не делать неправильный выбор». Офицера Харриса захлестнула волна адреналина. Этого было достаточно, более чем достаточно, чтобы начать действовать. Он захлопнул ноутбук и выбежал из полицейского участка. Через несколько минут он уже мчался к дому Эммы. Речь шла не просто о спасении маленькой девочки, речь шла о том, чтобы уничтожить зло, которое слишком долго скрывало себя. Он подъехал к дому, подкрепление не отставало. На этот раз не было ни милых улыбок, ни манипулятивных действий. Они постучали в дверь. Голос офицера Харриса был полон ярости. Он кричал через дверь на Карен, приказывая ей открыть, и что они собираются арестовать ее. Когда она открыла, в ее глазах была неприкрытая паника. Игра была проиграна, и она это знала. 2 дня спустя отец Эммы вернулся из Европы. Офицер Харрис позвонил ему лично. Теперь они были в полицейском участке. Это была маленькая комната без окон, специально выбранная для уединения. Именно здесь офицер Харрис показал ему отснятый материал. Отец Эммы с ужасом наблюдал за происходящим. Его лицо стало мертвенно-бледным. Несколько месяцев спустя Эмма во время своих сеансов терапии обрушивала на него одну сенсацию за другой. Терапевт внимательно слушал. На ее лице застыло выражение понимания и глубокой озабоченности. Отец Эммы сидел рядом со своей дочерью. У него кровь застыла в жилах. Продуманная угроза Карен в адрес отца Эммы бросила новую, еще более зловещую тень на жестокое обращение. Это была манипуляция, направленная на то, чтобы страдания Эммы оставались ее молчаливым бременем. Глубина порочности Карен пугала. Постепенно к Эмме вернулось чувство цели. Теперь ее рисунки были другими, на странице по-прежнему бушевали бури, но сквозь них пробивались проблески солнечного света. Это был цветок, пытающийся распуститься, или облако, проплывающее по небу, добрые глаза полицейского, наблюдающего за магазинами пончиков. На этих снимках был проблеск надежды, свидетельство юного духа, который не желал угасать. Дорогие друзья, если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До свидания.